В 2002 году группа Boston выпускает свой 5-й студийный альбом. Альбом под названием «Корпоративная Америка». Данный альбом не выходил на виниле, он выпускался только на CD и кассетах, поэтому его в моей коллекции нет. Большинство изданий альбома содержат концертную версию трека «Living for You». Оригинальная версия «Living for You» выходила на предыдущем студийном альбоме группы «Walk On». В записи этого альбома принимали участие новые члены группы: Энтони Космо, это сын Фрэна Космо, и Кимберли Доме. Оба приняли участие в написании песенного материала для альбома, а также исполняли вокальные партии и некоторые партии на гитарах. Это последний бостонский альбом с участием ведущего вокалиста и одного из основателей группы Брэда Делпа, который вернулся в группу после своего отсутствия на альбоме Walk On. Также альбом «Корпоративная Америка» стал последним с участием вокалиста Фрэна Космо. Вокалист Фрэн Космо исполнял бэк-вокал, а также некоторые ведущие партии на протяжении всего альбома. Группа пыталась оживить свою творческую работу, возможно, меняя направление на этом альбоме. Но все же, этот альбом качественно хуже других альбомов группы, выпущенных ранее. Хотя в альбоме все еще есть несколько достойных песен, в том числе «I Had a Good Time», «Crying», которые имеют сильную атмосферу конца 90-х и начала 2000-х. Но этих треков недостаточно, чтобы сформировать общую высокую оценку всему альбому. Альбом все же демонстрирует прекрасные традиционные для группы гитарные гармонии, а голос Брэда Делпа также хорош, как и 26 лет тому назад. Альбом занял 42 место в Billboard 200. Позднее Том Шольц снял альбом со всех цифровых и розничных рынков из-за спора со звукозаписывающей компанией Artemis Records. Альбом начинается с песни «I Had a Good Time». Это трек, который больше похож на классический Бостон. Игра на гитаре потрясающая. Такие песни становятся постоянными в сет-листе концертных выступлений. Следующий трек «Stare Out Your Window» «Смотреть в окно» представляет собой акустическую композицию в исполнении Фрэна Космо с отчетливой южной, почти кантри-роковой атмосферой. Заглавный трек альбома «Корпоративная Америка» – это способ Тома Шольца передать свое отношение к неправильным действиям большого бизнеса. Эта песня – сильное обвинение в адрес крупного бизнеса и его негативного, а иногда и разрушительного воздействия на общество. Это мрачный и зловещий рокер с отличными гитарными гармониями. Трек «With You» – это акустическая кантри-баллада о любви, с женским вокалом в прекрасном исполнении Кимберли Доме. Она же является и автором этой песни. Ангельский вокал певицы и партия акустической гитары были записаны вживую за один дубль. Если не считать короткой партии электрогитары от Шольца, вы бы никогда не догадались, что это бостонский трек. Такой тип песен явно не в традициях группы Бостон, так как полностью нарушает общий стиль альбома. Да и с общим стилем песен на альбоме не все хорошо. Трек «Someone» – это дань уважения прошлому группы, традиционное звучание группы. Песня «Turn It Off» – это трек, на котором ведущую партию вокала исполнил Фрэн Космо. Как и заглавный трек, этот трек также мрачный и зловещий по своей природе, но имеет очень современное звучание с приглушенными гитарами. Трек «Crying» – «Плач» – это баллада, опять же в исполнении Фрэна Космо, с замечательным гитарным соло. Следующий трек «Didn't Mean to Fall in Love» – «Не хотел влюбляться» – это баллада с участием Брэда Делпа. Это малозапоминающаяся вещь, с авторами которой являются Том Шольц, Кёрли Смит и Джанет Минта. Песня «You Gave Up on Love» «Вы отказались от любви» – это эмоциональный трек, в котором участвуют вокальные партии каждого участника группы, но он не выделяется чем-то большим, чем обычная бостонская песня с медленным темпом. Она не хороша, но и не плоха. Альбом завершается концертным треком «Living for You» – «Живу для тебя». Это еще одна мягкая вещь с сильным гармоничным вокалом и гитарной игрой. Сам Том Шольц говорил об этом альбоме. Мы хотели сделать больше, чем просто сделать еще один компакт-диск, который звучал бы как классический Бостон.
Нам очень нравится современная музыка, и каждый автор-исполнитель привнес в нашу работу что-то новое и уникальное. В этот раз из 10 песен только 6 написаны Шольцем, а остальные являются продуктом новичков. Энтони Космо, он написал 3 песни, и одна из них, Crying, несомненно является одной из ярких работ на альбоме. И Кимберли Даме, она написала 1 песню. В целом, сохраняя особенности звучания группы Бостон, этот альбом уже сдвигается к поп-року больше, чем другие работы группы. Фанаты группы утверждают, что если этот альбом прослушать неоднократно, то он будет с каждым прослушанным разом нравиться все больше и больше. И действительно, если в альбоме даже и нет чего-то такого вот выдающегося, все-таки этот альбом можно считать хорошим дополнением в коллекции любителей рока. 9 марта 2007 года солист группы Брэд Делп покончил жизнь самоубийством в своем доме в Аткинсоне, штат Нью-Гэмпшир. Полиция нашла его мертвым в ванной комнате с несколькими записками для тех, кто его найдет. Согласно отчету полиции, Брэд Делп был один момент своей смерти. Его нашла невеста, которая увидела шланг сушилки, прикрепленный к его машине. По словам судебно-медицинского эксперта из Нью-Гэмпшира, смерть Делпа наступила в результате самоубийства путем отравления угарным газом. В гараже к двери машины Делпа была приклеена записка, в которой прямо говорилось о намерениях владельца. Там было написано: «Кто бы это ни нашел, я надеюсь, что покончил жизнь самоубийством». План «Б» состоял в том, чтобы задохнуться в своей машине. Внутри дома на двери наверху лестницы полиция нашла 2-ю записку, направляющую их в главную спальню. Там была 3-я записка, которая предупреждала о возможном присутствии смертельно опасного угарного газа. В записке, прикрепленной к воротнику рубашки Делпа, говорилось: «Мистер Брэд Делп, я одинокая душа». Брэд Делп умер в возрасте 55 лет. Том Шольц говорил о Брэде Делпе: «Он был лучшим студийным певцом, с которым я когда-либо работал. В студии он очень много работал. Брэд не был самым целеустремленным человеком. Но если вы привлекали его к чему-то, что он хотел и любил делать, он очень усердно над этим работал. Конечно, мы проводили вместе огромное количество времени. Мы вдвоем могли продолжать весь день и всю ночь, а на следующий день начинали снова. Нам даже не нужно было говорить, когда мы что-то делали. Это была мысленная телепатия. В этом смысле у нас действительно были хорошие отношения, и нам было очень весело». Научное стремление Шольца к совершенству было высмеяно критиками как музыкальный недостаток, так и недостаток его характера. Эта характеристика в конечном итоге была использована против Шольца в 2007 году, когда Брэд Делп покончил жизнь самоубийством. Музыкальные критики, некоторые друзья и родственники Делпа прямо намекали, что трагедия каким-то образом была вызвана годами автократии в группе Шольца, хотя скорее всего это все-таки натянутое предположение. Тем не менее, тень смерти Делпа, репутация Шольца как бесчувственного и роботизированного человека сохранились. Когда Тома Шольца спросили, почему он не был на похоронах Делпа, Том ответил, что группе не сообщили о похоронах. Их не только не пригласили, им даже об этом не сообщили. Ни один из участников состава группы Бостон не был проинформирован о похоронах. Свой 6-й студийный альбом и последний на сегодняшний день группа Бостон выпустила в 2013 году. В 2013 году этот альбом выходил только на CD, а вот в 2014 году его уже выпустили и на виниле. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании в 2014 году. Этот альбом сегодня на дисках все стоит от 120 до 300 евро. Этот альбом в моей коллекции пока еще запечатан. То есть вот я его купил в год выхода, и он почти 10 лет простоял у меня на полке. И когда я решил снять выпуск о группе Бостон, с рассказом о группе Бостон, я подумал, что это неплохой повод, чтобы открыть наконец-то этот альбом и познакомиться с ним поближе. Ну и все-таки я не каждый день открываю альбомы стоимостью более 100 евро. Я думаю, это будет интересно, поэтому давайте его откроем. Прошло целых 11 лет с момента выхода предыдущего студийного альбома группы. Как утверждал Шольц, рассказывая об этом альбоме, это песня, идущая от сердца.
каждый из которых требует много месяцев усилий для написания, аранжировки, исполнения и записи, всегда в соответствии с требованиями самого сурового критика группы Boston – меня. Том Шольц для записи этого альбома использовал то же оборудование, что и раньше, для записи уже ставших классикой альбомов группы. К примеру, свой потрепанный магнитофон с 24 дорожками, которому уже было около 40 лет. Шольц утверждал, что магнитофон по-прежнему крепок, после десятков тысяч прослушиваний различных песен. И звучит он великолепно, что когда он записывает ленту на нем и прослушивает, то запись звучит точно так же, как и источники звука. Это абсолютно одно и то же, и отличить их невозможно. Это первый альбом, выпущенный после смерти Брэда Делпа, чей вокал посмертно использован в песнях этого альбома. Это треки Didn't Mean to Fall in Love, Sail Away, Someone и Take Care of Me. Последняя из этих песен – это переработка песни «Я хорошо провел время» из предыдущего альбома группы «Корпоративная Америка». Том Шольц сам спродюсировал альбом Life, Love and Hope и сам написал все треки для этого альбома. Кимберли Даме исполняет вокальные партии нескольких песен на альбоме. В этом альбоме также представлены и новые вокалисты, такие как Дэвид Виктор, Томми Де Карло и в качестве гостей Луи Сент-Аугуст и Джуд Неймановский. Томми Де Карло – это болельщик из Бостона, которого наняли после того, как он опубликовал несколько своих каверов на песни группы Бостон в интернет-платформе MySpace. Томми Де Карло в исполнении вокальных партий поразительно похож на Делпа. И, несомненно, благодаря этому он и получил эту работу. Томми Де Карло не просто был ранее никому не известен, он даже никогда раньше не пел в группе. Он был обычным парнем с постоянной работой и семейным человеком с детьми. И вот он превратился в профессионального певца. Джуд Неймановский – это обыкновенный мальчик, который когда-то в школе сделал доклад, рассказывая о Томе Шольца. Мальчик снял это все на видео и прислал копию Тому Шольцу. Мальчик немного играл на гитаре и пел. Шольц позвонил ему и спросил, не хочет ли он слетать в Бостон и спеть на новом альбоме группы Бостон. Двоюродный брат мальчишки привез его, и он пришел в студию. Он надел наушники, и это было так, как будто он всю жизнь этим занимался. Мальчик отлично справился с вокалом. Альбом начинается с трека Heaven on Earth – Небеса на земле. Этот трек стал ведущим синглом с альбома. Трек написан в лучших традициях творчества группы Бостон, периода их высшей славы. Трек содержит знаменитый гитарный тон Тома Шольца. Музыкальный обозреватель сайта AllMusic Тим Сентра писал, что вокал Дэвида Виктора очень похож на исполнение Делпа, и Виктор отлично справляется с лидирующим вокалом лучшей песни альбома Heaven on Earth. В песне Didn't Mean to Fall in Love мощный и характерный вокал Делпа. Он парит многослойной песни, звучащей в стиле 80-х, с хлопками в ладоши, органом и акустической гитарой. Трек Didn't Mean to Fall in Love был ранее опубликован на альбоме «Корпоративная Америка», но Шольц был им очень недоволен, и для этого альбома он ее перестроил сверху донизу, сохранив оригинальный вокал Делпа. Трек Last Day of School – это приятная инструментальная композиция в традиционном стиле группы Бостон, но слишком короткая. Том Шольц про нее рассказывал. Это веселая песня, так что она начиналась просто как фортепианная пьеса. В тех редких случаях, когда я ее играл для кого-то, они думали, что я играю что-то из Баха или Шуберта или еще кого-то. Я говорил, нет, это на самом деле Шольц. Наконец я подумал, а может мне ее стоит записать? Я просто играл ее для удовольствия. Том Шольц сыграл ее в Бостонском симфоническом зале на настоящем огромном органе на шоу, посвященному 150-летию Массачусетского технологического института, в котором Том учился. Трек Sail Away – это ранее не выпущенный трек с лидирующим вокалом Делпа и вокалисткой Кимберли Даме. Песня повествует о реакции правительства США на ураган Катрина. В Sail Away есть несколько интересных барабанных и мощных гитарных партий. Как говорил про эту песню Том Шольц, кто бы мог подумать, что на альбоме Бостон будет рэп на фоне тяжелого вертолетного звука. Но этого требовала тема песни. Я люблю эту песню, мне нравится ее серьезность и тяжесть. В основе песни, по словам Шольца, была мысль о том, чтобы уплыть в лучшее место в своем уме. Следующий трек альбома – это заглавный трек Life, Love and Hope. Здесь Шольц рассказывает, что мы все вязнем в нашем повседневном мусоре из парковочных талонов и мобильных телефонов, неприятностей на работе и всего, из-за чего мы мучаемся и на что жалуемся. Мы упускаем из виду действительно важные вещи.
И люди должны помнить, что все это на самом деле не имеет значения. Эта песня своего рода нежное напоминание Шольца нам о том, что действительно важно. Трек «If You Were In Love» – милая песня, с которой Кимберли Даме привносит звучание Бостона совершенно новые грани. Песня наполнена драматическим фортепиано, приправленным несколькими хлопками в ладоши и гитарными партиями. Чтобы таки напомнить вам, что это бостонская песня. Том Шольц говорил о Кимберли, что оценивает ее как одну из 3 лучших певиц, с которыми он когда-либо работал или слышал. Трек «Someday» – это песня, посвященная проблеме издевательств в американских школах. Эта песня – призыв к людям объединиться, изменить мир и противостоять такому поведению. Ну что же, это первый бостонский альбом, на котором Том Шольц исполняет главную вокальную партию. И мы это слышим в треке «Love Got Away» – «Любовь ушла». Эта песня в основном автобиографична. Плавный трек «The Way You Look Tonight» – это представитель отполированного коммерческого рока. В списке треков на альбоме вы можете увидеть рядом с названиями 2 песен 2 цифры 2.0 в скобках. Это переделанные версии песен, выходивших ранее. Новые версии звучат намного сильнее, чем их оригинальные варианты. Это песни «Someone» и «You Gave Up on Love». Эти песни выходили ранее на предыдущем альбоме группы «Корпоративная Америка». Выпуск этого альбома на виниле несколько раз откладывался. В конце концов, его выпустили в количестве всего лишь 1000 копий. Том Шольц утверждает, что компания выпустила данный альбом на виниле без согласования с ним, без его разрешения. Том Шольц был крайне недоволен качеством выпуска данного альбома на виниле. Он сам хотел поработать над тем, как нужно сделать матрицу правильно, чтобы было идеальное звучание и так далее. Компания, зная его очень такое серьезное отношение к техническим деталям, видно, решила, что будет проще выпустить альбом, скопировав его там с мастер-лент и особо не заморачиваться какими-то техническими новшествами, деталями, улучшениями и так далее. И в результате Том Шольц был очень сильно обижен на компанию за то, что они выпустили этот альбом на виниле без его участия. И он до сих пор это утверждает и уверен, что компания поступила совершенно неправильно, выпустив данный альбом на виниле без него. Том Шольц был возмущен качеством мастеринга. Шольц рассказывал, что он был тогда очень занят и не имел возможности повторить мастеринг. Шольц принял решение полностью отказаться от винилового выпуска из-за поврежденных мастер-оттисков. Но альбом таки был выпущен на 180-граммовом виниле. Шольц пояснил: когда я начал записывать этот альбом более 10 лет назад, я никогда не думал, что буду выпускать миксы для винила в 2014 году. Далее Том сообщил: многие из произведений на этом виниловом издании полностью аналоговые. Мастеринг был сделан непосредственно из миксов, сделанных с 24 дорожек магнитофона, без цифрового интерфейса или редактирования, хотя это увеличило время производства на много недель. Естественно, звучание этих треков могло быть достигнуто только путем сохранения аналоговой формы волны от инструментов до винила. Том Шольц заявил: «Я хочу, чтобы фанаты Бостона знали, что эта виниловая копия Life, Love and Hope не соответствует моим стандартам как продюсера». После выпуска альбом Life, Love and Hope получил неоднозначные отзывы музыкальных критиков. Корень проблемы этого альбома был в том, что его неизбежно сравнивали с лучшими первыми работами группы, без учета прошедших десятилетий, изменений в возрасте участников группы, закономерных изменений во взглядах и предпочтениях творца группы. Да, от перфекциониста Шольца ждали куда лучшей работы. Музыкальные критики ругали альбом за чрезмерно упрощенную лирику и даже за продакшн, который когда-то был визитной карточкой группы. По их мнению, и барабаны звучат не так, и часто вокал непримечательный, хотя гитарные партии все же хороши. Некоторые критики воспринимают этот альбом как мешанину из вокалистов-любителей и полусырых идей. Да, песенный материал на альбоме неровный, но фирменное бостонское звучание присутствует. Вы можете услышать его в гитарных рифах и соло, прикосновении фортепиано и органа, а также в манере исполнения Шольца. Хотя здесь более спокойный, пассивный мелодичный рок, тем не менее он бостонский. В первую неделю после выпуска альбом занял 37 место в Billboard 200,
Однако через 3 недели альбом выбыл из чарта. Мне понравилось, как написал один обозреватель о последнем альбоме группы Бостон. Он написал так: «Великолепному космическому кораблю не нужны новые двигатели или новые члены экипажа. Его нужно просто отнести в музей». 22 марта 2017 года бывший барабанщик группы Бостон Сиб Хашан умер в возрасте 67 лет от сердечного приступа, после того, как потерял сознание в середине выступления во время выступления на борту круизного лайнера Independence of the Seas. В 2017 году сообщалось о том, что Том Шольц работает над выпуском 7-го альбома группы Бостон. Это было в 2017 году. Сейчас уже 2023 год. Но так и не было никаких сообщений о том, что выпуск альбома 7-го группы Бостон близится к завершению, и он там когда-то выйдет. Я, честно говоря, уже сомневаюсь, что данный альбом выйдет. Тому Шольцу в марте месяце этого года исполнилось 76 лет. Сейчас он проживает в пригороде Бостона со своей женой, любит возиться на своем садовом участке возле своего дома. Это приносит ему большое удовлетворение. Я, честно говоря, мало верю, что все-таки он сможет выпустить очередной альбом. Если учесть, вот какие промежутки времени были между выходами последних альбомов группы Бостон, то слабо верится, что Том Шольц сможет выпустить альбом именно со своим собственным участием, то есть не опять каких-то молодых парней набрать, чтобы они там что-то сыграли, а вот самому, как он раньше это делал, записать все партии и так далее. Очень мало в это верится, но тем не менее я желаю ему это сделать. И, как говорится, долгих лет ему жизни, и я надеюсь, что все-таки мы увидим этот 7-й альбом, хотя и веры в это мало. Ну вот, собственно говоря, и весь мой рассказ о группе Бостон. Мне уже неоднократно в комментариях к моим видео граждане Российской Федерации писали такую вещь, что очень нравятся ваши выпуски, все прекрасно, замечательно, вот только не надо о политике. И я хочу ответить тем, кто вот так считает, чтобы они мне в дальнейшем подобных комментариев не писали. Я вам скажу так: политика – это когда люди придерживаются тех или иных взглядов, интересов, они общаются, они спорят, они ведут какой-то диалог, они ведут какую-то полемику. А то, что сейчас здесь происходит в Украине, я не считаю политикой. Это идет война. Вот называйте вещи своими именами. Я говорю о том, что в моей стране идет война, что российские оккупанты, которых кремлевское руководство, я не знаю, ввело в состояние невосприятия совершенно нормальных человеческих понятий и вещей, таких как ценность жизни, эти люди, нацепив на себя тавро кремлевского хозяина вот, в виде буквы Z, пришли и убивают моих сограждан. Разрушают города, убивают детей, насилуют детей, убивают стариков. Они хотят получить территорию Украины, присоединить ее к Российской империи. И, собственно говоря, и в этом и есть смысл этой войны. Вы вспомните, как было с Крымом. Сначала, когда только вошли войска в Крым российские, ну и те, которые там были, подключились к захвату Крыма, то все российское руководство, да и граждане России ехидно улыбались и говорили: ну, нас там нет. Это какие-то зеленые человечки, вежливые люди, как они говорили. Прошел год после захвата Крыма, оккупации Крыма. И что стало? Все российское руководство наперебой стали рассказывать, как долго они готовили эту операцию по оккупации Крыма, как эти специалисты различных спецслужб работали над тем, чтобы захватить, чтобы откусить это от Украины. Точно так же они работали над тем, чтобы откусить Донбасс, выдумав вот эти фейковые территории ЛНР, ДНР и прочее. Хотя все прекрасно знают, что это все было сделано российскими войсками и спецслужбами.
И опять же, тогда это говорили, вот, независимые республики и так далее, и буквально прошло какое-то время, и мы уже видим полностью российское руководство в этих республиках, которые действительно управляют ими, а не тех марионеток, которые там поставили из местных, чтобы они где-то перед камерой светились. И точно такие же вещи россияне хотели провести и в Харькове, и в Одессе. Но там не удалось. Местное население восстало и не пошло на поводу у российских спецслужб, и украинская власть сохранила эти города для государства Украины. И сейчас наши воины пытаются выгнать оккупантов с нашей территории. И я надеюсь, так и будет. И понимаете, вот то, что сейчас происходит, по сути, это борьба двух систем. Это борьба за будущее человечества. Одна система – это демократическая. Ведь заметьте, в России слово «демократия» – это просто стало уже ругательным. Вот когда говорят о России демократия, они всегда говорят с пренебрежением, как будто говорят о чем-то отвратительном и плохом. И вот есть демократический мир, который сейчас сплотился вокруг Украины, поддерживает Украину. И только благодаря этой поддержке Украина с маленьким количеством населения и маленькой армией может противостоять такому огромному монстру, как Российская Федерация, где и население в 12 раз больше, и армия больше и сильнее. И вот только благодаря тому, что демократический мир сплотился в борьбе за демократию на планете Земля против диктатуры. Ведь посмотрите, кто в друзьях ходит у Кремля. Именно те страны, где диктатура. Вот они сегодня дружат с Россией. Все остальные демократические страны или не есть такие, скажем так, небольшое количество стран, которые находятся на, скажем так, на расстоянии от данной войны, они заняли нейтральную позицию, ну, по крайней мере внешне, хотя я думаю, если хорошенько там рассмотреть этот вопрос, то окажется, что они тоже помогают Украине, но делают это не показывая России. И большинство стран поддерживают Украину в борьбе против диктатуры, которая вот сейчас делит мир и показывает, что демократия ни на что не годна, вот диктатура – это будущее человечества. Диктатура уже была в истории человечества. К чему это привело? Кроме смертей и разрушений. Вот сейчас Путин получил первую повестку свою в Гаагу на суд. И, как вы знаете, международные юристы сейчас работают над тем, чтобы выписать ему еще повестки, уже по другим поводам, связанными с войной в Украине. То есть, скажем так, ученик Гитлера, Путин, пойдет туда же. Ну, Гитлер не дошел до Гааги, возможно, и Путин не успеет дойти до Гааги. Но вот его окружение, я думаю, мы там увидим. И они тоже будут осуждены международным судом. Потому что то, что сейчас творится в Украине, это геноцид. Это преступление против человечества. Вот поэтому я об этом и говорю господам гражданам Российской Федерации. Вот я это так воспринимаю. У меня нет ненависти к русским, евреям, к американцам, немцам, французам и так далее. У меня есть неприятие античеловеческого поведения, которое сейчас просто массово демонстрируют граждане Российской Федерации на территории моей страны. Это прекратится, и мир восстановится. Но то, что сейчас происходит, об этом невозможно. Ну как об этом не говорить? Как об этом не говорить? Это все равно, что во времена фашизма не нужно было молчать про то, что Гитлер завоевывает всю Европу. И вот мне пишут, те, кто смотрит мои видео, говорят, ну вы об этом не говорите. Что давать вам спокойно убивать моих сограждан и сидеть тихо и не отсвечивать? Ждать, пока Украину превратят в колонию, снова вернут ее в колониальное управление России, как это было ранее в истории? Я этого не хочу. Поэтому я вот об этом и рассказываю, и упоминаю практически в каждом своем выпуске. Я считаю для себя это очень важным. И я хочу, чтобы это было важным и для вас.
Потому что вот в такой момент у меня есть уважение к гражданам России. Ведь смотрите, мой любимый Андрей Макаревич из «Машины времени», вот я как к нему хорошо относился, я по-прежнему к нему хорошо и отношусь. Человек остался человеком. Алла Борисовна Пугачева, вот насколько она экстравагантная женщина, скажем так, частенько была в своем поведении. Но смотрите, как она сохранила свое человеческое достоинство, не принимая участия в той вакханалии, которую сейчас ведет кремлевское руководство в России. И много ведь таких граждан России, которые не поддержали это сумасшествие. И я очень сожалею о том, что появилось новое такое понятие, как рашизм. Это тут же аналог фашизма. Но насчет фашистов в Украине, пожалуйста, не пишите мне. Нет здесь никаких фашистов. Я сам с Донбасса, я живу в Киеве. Здесь фашистов нет. Здесь есть граждане Украины, у них есть своя территория, своей страны, и они ее защищают. Я русскоговорящий практически всю свою жизнь. Ни в чем, нигде. Я жил в Донбассе. Никто никогда меня ни в чем не ущемлял. Все это сказки для того, чтобы возбудить ненависть у граждан России и послать их убивать украинцев. Больше здесь нет ничего. Ну а на этом на сегодня все. Желаю вам приятного прослушивания музыки. До свидания.